Всем привет, друзья! Очень давно не было видосов на канале, но благо в последнее время канал удалось, так сказать, оживить. Мы сейчас с вами находимся близ конечной трамвайных маршрутов номер 19 и 48 на так называемом прозрачном мосту. И двигаемся в сторону Лахта-центра, чтобы посмотреть, что же там наконец-таки открыли к 2025 году. Вот, но начнем мы с вами осмотр не с самой башни, а с благоустройства набережной. На набережной, в принципе, все хорошо. Здесь есть велодорожка, есть большое количество лавочек, как обычных, так и по типу лежаков. Большое количество освещения, будут еще детские качели, и, в принципе, каким-нибудь летним вечерком здесь будет достаточно уютно. В данный момент мы находимся перед главным входом. Обратите внимание на арку, которая видна справа, про нее я чуть позже расскажу. В этом же здании располагается кафе, куда можно зайти перед экскурсией. В саму же башню запускают за 15 минут до начала экскурсии. В этом же здании из кафе расположена вот такая круговая лестница, ну и, конечно же, есть альтернатива в виде лифта. Сейчас мы находимся непосредственно перед башней, здесь вот есть лестница и та самая арка, о которой я говорил ранее. Дело в том, что если вы пойдете в кафе, у вас будет один досмотр, и потом в башне будет второй досмотр. Это тоже учтите. Также справа находится здание, в котором будет планетарий и достаточно интересного вида атриум, но оно, к сожалению, до сих пор закрыто для посещения. Мы наконец-то в башне, и первый этаж у нее вовсе не первый, а третий. Дело в том, что подъем, который вы могли видеть ранее, скрывает за собой технический этаж, а также этаж со столовой для сотрудников. С противоположной стороны от входа мы с вами видим несколько лифтов, лестницу. Чуть дальше там расположен один из входов в ядро. Здесь также можно посмотреть вот такой макет, первое здание и два будущих небоскреба. Что могу добавить от себя? Ну, лишь бы их открыли вовремя, без переносов сроков, как это было с первой лахтой. И лишь бы их открыли, так сказать, единым комплексом, то есть башни и прилегающие здания. На первый этаж посмотрели, макет глянули, двигаемся далее. Итак, мы с вами в сердце здания, в ядре. Здесь расположено несколько лифтов-экспрессов, которые ведут с 1 на 83 этаж, то есть на смотровую площадку. Сотрудники же могут перемещаться между офисами, скажем так, с пересадками. Дело в том, что часть лифтов идет до середины здания, часть лифтов, наоборот, идет с середины и выше. Это, в принципе, стандартная мировая практика. Но экспрессы Лахты примечательны тем, что имеют две кабины и по сути являются двухэтажными. Ну а мы с вами перемещаемся на смотровую площадку. Оказываемся мы с вами на 83 этаже. Это один из двух уровней смотровой площадки. Второй уровень расположен на 86 этаже и соединяют их вот такие вот стеклянные лифты круглые. Поездку на котором вы позже увидите. Ну и, конечно же, я вам покажу некоторые виды Петербурга. Этаж 86. Двери открываются. На втором этаже смотровой площадки располагается пункт приема почты, откуда во время экскурсии можно отправить памятную открытку. Ну а мы переходим к некоторым видам города. Начинаем с вот такого вот мощнейшего основания одного из флагштоков. Также видим парк 300-летия, левее часть Приморского района. Выше в кадре мы видим реки, с левой стороны Большая Невка, по центру Средняя и с правой стороны Малая Невка. Также видим торговый центр Питерленд с куполом одноименного аквапарка, откуда отходит пешеходный мостик в сторону Газпром-арены, но приятнее ее, конечно, называть Зенит-арена.
Справа от стадиона расположен ЗСД, западный скоростной диаметр, и вот такой вот вантовый мост. Посмотрев еще правее, мы с вами видим огромное количество насыпных территорий, которые, конечно же, будут застраивать, и все это в кавычках добро находится со стороны Васильевского острова. Если посмотреть выше, мы сможем увидеть Канонерский остров, и в той же стороне расположен Большой Петербургский грузовой порт. Сейчас мы видим очередные человейники, рядом с которыми расположен уже пассажирский морской вокзал. Возвращаемся на исходную, переводим взгляд чуть-чуть левее, откуда уже можно увидеть колоннаду Исаакиевского собора. Извиняюсь за некоторые пересветы. В Петербурге наконец-то вышло солнце, ну а мы, опять же, возвращаемся на исходную, смотрим еще левее, и отсюда уже можем наблюдать шпиль Петропавловской крепости. Любители же острых ощущений могут разглядеть все основные аттракционы Крестовского острова. Перемещаемся на противоположную сторону, откуда отлично видно Финский залив, Северо-Западную ТЭЦ и Сестрорецк. Но последний я вам, увы, показать не могу, так как футажи на таком зуме получились очень дерганые из-за отсутствия штатива. Здесь же мы видим еще два здания Лахта-центра, Финский залив и маленькую часовенку, которая на нем расположена. Более того, эта часовня закрыта для посещения и служит маяком для яхт и кораблей, благодаря оборудованию, которое под ней спрятано. Ну что же, вот такое небольшое видео по Лахте получилось. Надеюсь, для кого-то оно будет интересно. Завершаем там же, где и начинали. Всем огромное спасибо за просмотр. Пишите свое мнение в комментариях и поддерживайте видео с лайками.